Привет, друзья! У нас сегодня обзор в немного необычных сельско-полевых условиях. И обзор будет касаться вот этого красавчика Canon EOS 20D. Ему уже больше 20 лет, соответственно, это у нас классический ретро-обзор. И фотоаппарат я для себя назвал примерно так: пленка-заменитель. А почему пленка-заменитель? Потому что этот фотоаппарат фактически, по ощущениям, пленочный аппарат прошлой эпохи. Здесь вы практически сполна ощутите весь пленочный вайб, который присущ пленочным камерам конца 90-х. Только снимаем мы не на пленочку, а на цифру, что гарантирует нам отсутствие кучи геморроя с пленкой, с проявкой, с покупкой, ношениями в лабу и так далее и тому подобное, и экономит вам кучу денег. А по факту вы получаете практически такой же результат, потому что в те времена производители цифровых фотоаппаратов очень старались косить под пленку. Изображения, которые вы получаете, очень смахивают на пленочные. И кайф, который вы получаете от пользования фотоаппаратом, практически соответствует пленочным. Фотоаппарат очень качественно сделан. Здесь металлический корпус из магниевого сплава. Он реально классный, он жесткий, он очень удобно лежит в руке, если держать вот так. Он достаточно пухлый, но не сказать, чтобы прям зашкаливающий. Короче, в руке лежит очень удобно. Органы управления здесь, классические, кэноновские, идущие еще из пленочной эпохи. Здесь все те же самые атрибуты. Вот это колечко, которое вызывает у меня восторг. Блин, реально классное колечко. Часами бы его крутил. Джойстик для перемотки. Какие-то пара кнопочек. В принципе, все это соответствует тому, что вы можете увидеть на Canon 5D Mark I. Здесь есть у нас крохотный экранчик, реально крохотный, в который практически ничего не разобрать. 1000 или 100 тысяч точек, что-то в этом духе. Менюшка здесь столь простая и столь скудна, что вы ей и пользоваться не захотите. Один раз что-то настроите, и все. Разобрать что-то на этом экранчике практически невозможно, поэтому у вас здесь остается чисто пленочный вайб. Вы смотрите видоискатель, снимаете свою сцену, которую хотите снять. Видоискатель, к слову, здесь большой, чистый и светлый, для кропа, разумеется. По сути, показывается та же самая картина, которая показывается на пленочных камерах, из которой из 90-х, подсказка по экспозиции и основные параметры. И когда вы снимаете то, что хотите снять, разглядеть на этом маленьком экранчике, что вы сняли, практически нереально. И вы остаетесь в невидении до того момента, как вы не полезете проявлять то, что появилось. И это в очередной раз роднит это с пленочной камерой. Также из плюшек, которые присущи пленочным камерам, здесь есть инфопогон, как обычно, со всеми основными параметрами, которые легко управляются этими кнопочками. Они, соответственно, конечно, требуют привыкания, но в целом привыкнуть можно, и разобраться в этом не так сложно. Тем более мы испытываем вайб пленочной камеры. Ну и все, дальше мы надеваем объектив. К слову, здесь подходит объектив все тех же пленочных камер еще с середины 80-х. Все объективы, которые только можно представить на байонет Canon EF. Canon 20D это была первая камера, которая поддерживала объективы для кропов. Canon EFS. До нее были камеры, которые только EF-ные объективы поддерживали. Особым шиком будет, если вы наденете на ваш фотоаппарат мануальный объектив, что-нибудь типа вот этого Юпитер 9, или, честно говоря, сюда больше подойдет какой-нибудь Мир 1 с 35 миллиметрами или что-то более широкофокусное, потому что все-таки это кроп, и снимать с такими объективами типа Юпитер 9 или Юпитер 37А с достаточно узким углом обзора, здесь довольно специфично. Для более штатного использования сюда бы больше подошел что-то типа Мир 1. Благодаря тому, что у вас есть переходник с чипом, фокусироваться здесь очень легко, потому что чип дает подтверждение фокуса. Вы просто крутите ручками, и в момент, когда поймали фокус, все, можно нажимать спуск. Здесь используются карты CF.
Максимум все, что туда удается впихнуть, это до 8 гигабайт. Здесь у меня карта на 16, но видит он, отображает только на 8 гигабайт. Так что если поставить, скажем, карту на 1-2 гигабайта, вы реально будете ограничены, как с пленкой, на несколько кадров, несколько десятков кадров. Звук затвора мне здесь очень нравится, он реально, ну, это опять уже я вам в 500 раз этот штамп говорю, но напоминает пленочные камеры. На мой взгляд, очень классно звучит. Здесь также есть встроенная вспышка, хоть у нас и принято на них ругаться, дескать, фи, но иной раз она может очень даже пригодиться для того, чтобы что-то подсветить. Тем более такая любительская камера, по сути дела, и в каких-то ситуациях и в каких-то творческих, так сказать, задумках она может быть очень полезна. Что касается самих картинок, которые камера воспроизводит, ну, не знаю, они мне очень нравятся. Да, они, возможно, в чем-то не дотягивают до картинок, которые делают более поздние и более профессиональные фотоаппараты, полнокадровые, например. Или вот, например, я этот обзор снимаю на Canon 6D, он, конечно, ну, даст прикурить этому фотоаппарату. Но вот я вот сейчас нахожусь в отпуске и снимаю здесь в основном на Canon 6D. Камера, безусловно, прекрасная, снимает отлично, картинки получаются замечательные. Но я с ней уже столько всего снял, что хочешь не хочешь, рано или поздно даже от такой хорошей камеры устаешь. Поэтому хочется чем-то заменить ее, чем-то, ну, пусть даже худшего качества, более старым. Но любое другое изменение привносит какую-то новизну. И когда у тебя есть камера с определенным набором ограничений, тебе снимать даже интереснее. И вот в этом смысле мне очень нравится снимать на этот Canon 20D, потому что картинки, которые он воспроизводит, ну, в принципе, они, ну, не без ограничений, разумеется. Сильно высокий ISO он не позволяет делать. До 800-1600, в принципе, более-менее нормально. Особенно если потом повозиться в редакторе. Тогда, в принципе, все хорошо. Опять же, мы делаем упор на то, что мы просто кайфуем и получаем такие псевдопленочные кадры. Я поначалу даже что-то пообрабатывал. В принципе, там все тянется, и цвета накидываются. И особенно если хорошие условия съемки, то цвета получаются достаточно колоритные и приятные. Но потом я посмотрел, как он снимает, собственно говоря, JPEG, и я понял, что JPEG мне тоже очень нравится, очень напоминает, он такой не очень цветастый получается, и такой немного кремовый, что ли, с задранной позиция, немного такое все светлое. Очень напоминает пленку Astia. На пленку Astia я, конечно, никогда не снимал, но видел много примеров, и в целом отдаленно на нее похоже. И поэтому я перестал заморачиваться, стал просто стараться снять так, чтобы не приходилось ничего редактировать. И в основном снимаю в JPEG и прям без особой редакции, вот просто их сохраняю себе. Все, что мне понравилось. Ну и сами понимаете, получается достаточно прикольно и колоритно. Не так, как на другие камеры. Этим мне и нравится вся эта возня со старыми камерами, что хочешь не хочешь, а все равно у тебя что-то будет немного по-другому. Берешь с полочки эту камеру, идешь снимать и просто получаешь готовый результат без особого запаривания. Плюс получаешь какой-то набор новых ощущений от управления фотоаппаратом, от его звука, от того, как он лежит в руке, от того, что он из себя представляет в плане корпуса и удовольствия от съемки. По сути, как ты берешь, ну, допустим, если в эпоху пленочных фотоаппаратов, как ты зарядил новую пленку и идешь с ней снимать, так же и здесь. Просто берешь с полочки нужный фотоаппарат, который будет соответствовать определенному характеру картинки, и идешь с ним снимать. Тем более, что удовольствие это, в общем-то, копеечное. Сейчас вот вышел фотоаппарат у Fuji X-Half, который, ну, как бы типа имитирует пленку. Вот здесь вы получаете все то же самое, по сути дела, по сути, за копейки. Оптический видоискатель, какой-то относительно непредсказуемый результат. Вы можете тоже фактически в том же режиме фильм снимать, где вы не видите, что получится до того момента, как не перекинете на компьютер. Ну и вот все это удовольствие, весь этот фотоаппарат со всем своим пленочным вайбом, псевдопленочным вайбом, обошелся мне в смешную 1000 рублей. Да, здесь не было карты памяти, не было зарядки и аккумулятора. И это все у меня было на самом деле от других камер 30D и 50D, поэтому я легко это вставил и начал снимать. Но тем не менее, даже со всем этим вы можете такую камеру купить за смешные деньги. 2-3 тысячи рублей. Ну, плюс объектив еще вам обойдется в пару тысяч. И все. Дальше можно кайфовать и снимать. Причем, как я сказал, здесь вы можете испытывать настоящий пленочный вайп, используя пленочные же объективы. Все это позволит вам
чуточку замедлиться и снимать как на пленку. Так что аппаратик всячески рекомендую. Ну, для тех, кто понимает, так сказать, для ценителей, понятно, что вы не будете снимать на такой фотоаппарат коммерцию. Это, как говорится, для души. Если кому вдруг захочется приобрести что-то подобное, смотрите мой профиль на Авито. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, где есть примеры фото, видео с разных фотоаппаратов и объективов. Если у кого-то что-то сломалось из фототехники, обращайтесь к моему другу Станиславу. Классный проверенный мастер, с которым я много раз имел дело. Контакты будут в ссылке по описанию. Всем хороших кадров и пока.